В дикой саванне Южной Африки жил величественный самец по имени Кода и грациозная самка по имени Лея. На протяжении многих лет они наслаждались свободной жизнью, пересекая бесконечные луга, наполняя свои дни охотой, игрой и поисками новых мест. Они были парой, которая знала каждую тропинку, каждый куст и каждую лужу на своей территории. Но с течением времени обстоятельства начали меняться. Климаты менялись, водоемы, которые некогда были полны, начинали пересыхать, и количество добычи уменьшалось с каждым днем. С каждым заходом солнца жизнь казалась все более сложной. Тучи обеспокоенности сгущались над саванной. Однажды вечером, сидя на высоком холме и глядя на копошащиеся поля, Кода и Лея поняли, что пора отправиться в путь. Они сделали выбор, который изменил их судьбу. Вместе, с полным намерением выжить, львы покинули свою родину, ведомые инстинктом искать новое, безопасное место, где они могли бы начать жизнь заново. Путешествие было сложным. Они преодолели сотни километров, сгибаясь под тяжестью голода и угрозами со стороны других хищников, таких как гиены и леопарды. Каждую ночь Кода стоял на страже, охраняя свою любимую подругу, пока она восстанавливала свои силы. Лея понимала, что ее жизнь зависит от того, насколько осторожны они будут в этом опасном мире. Она чувствовала, как ее тело ослабевало, но при этом дух оставался сильным. После долгих и изнурительных недель, полных испытаний, они, наконец, наткнулись на следы свежей воды и диких животных. Это было знаком того, что они близки к цели. И вскоре они прибыли в национальный парк Макхада, известный как одно из крупнейших заповедников в Южной Африке, полное жизни с бескрайними лугами и богатой экосистемой. Вдохновленные окружающей природой, Кода и Лея начали обнюхивать территорию, и их сердца заполнили надежда и любопытство. Однако при первом взгляде на парк они заметили патрульные машины, посты охраны и заборы. Это было новое и неизвестное, и сами львы не могли до конца понять, что все это означает. В то время в заповеднике работали двое патрульных — Сипхо и Номса, которые первыми заметили следы этих странных новых гостей. Сипхо, опытный водитель, много лет обзаводился опытом, колесил по саванне, проверяя состояние животных, в то время как Номса, наблюдатель, всегда принимала во внимание изменения в экосистеме. Они были крайне удивлены, обнаружив следы больших львиных лап возле центральной реки. Сипхо и Номса решили тщательно следить за львами издалека, чтобы убедиться, что новоприбывшая пара не столкнется с неприятностями. Первые дни были полны ожиданий. Кода часто рычал, метя свою территорию, а Лея, еще не привыкшая к новому окружению, иногда казалась беспокойной и постоянно двигалась. Номса и Сипхо молча наблюдали, фиксируя все признаки здоровья и поведения львов. Несмотря на то, что оба выглядели уставшими, нельзя было не заметить, что они все еще имели силу и ловкость, необходимые для охоты
на мелкую добычу, такую как антилопы и зайцы. Однажды Номса заметила, что Лея двигалась медленно и прокомментировала это Сипхо. Она заподозрила, что Лея, возможно, беременна. Сипхо согласился, поскольку он также наблюдал, как самец заботился о своей партнерше более внимательно, чем обычно. Радость переполняла их, ведь если это действительно так, для охраны природы это было бы отличной новостью. Со временем симптомы беременной Леи стали все более очевидными. Ее живот явно увеличился, а походка становилась тяжелее от роста настоящей жизни внутри нее. Патрульные, понимая важность момента, начали готовиться к любым неожиданностям. Сипхо запасся базовыми медицинскими принадлежностями в патрульной машине, а Номса продолжала внимательно следить за тем, как самка отдыхала, как часто она ела и какое у нее настроение. Все сотрудники заповедника надеялись, что самка с легкостью благополучно родит. Однако вскоре наступила неприятность. Лея испытывала сильные трудности при родах и мучилась 2 долгих дня. Кода беспокойно метался вокруг, его защита выходила на новый уровень, выражая крайнюю тревогу за свою пару. Номса и Сипхо осознали критичность ситуации. Они уже боялись, что могут потерять Лею, если не окажут ей помощь вовремя. Однако они быстро поняли, что не могут прибегнуть к анестезии, так как Лея находилась на грани родов. Сипхо и Номса вспомнили все свои профессиональные навыки, решили полагаться на смелость и инстинкты, чтобы приблизиться к львам. Сосредоточив свое внимание на самце, они уверенно подкрадывались к ним, внимательно следя за его реакциями. Кода, увидев приближающуюся машину, внимательно зарычал. Его шерсть встала дыбом. Номса шепнула Сипхо, что им нужно двигаться вперед, иначе самка может подойти в любой момент. Сипхо, сохранив спокойствие, медленно вышел из машины, не сводя глаз с львов, а Номса продолжала следовать за ним, держась наготове с медицинским оборудованием. 2 человека и 2 льва стояли посреди бескрайних лугов, ближе, чем когда-либо. Самец рычал, делая шаги вперед, чтобы защитить свою пару, но сразу не атаковал. Возможно, он почувствовал, что эти незнакомцы не желают ему вреда, а наоборот, пришли с надеждой помочь. Номса, обладая невероятной чуткостью, начала медленно приближаться, используя мягкий голос, чтобы успокоить Леу. Сипхо оставался рядом, готовый отступить в случае появления агрессии. Постепенно самка, казалось, поняла, что эти 2 человека пришли с добрыми намерениями. Ее глаза стали менее напряженными, и Номса, поняв, что настало время действовать, быстро сделала укол, дав Лее дополнительную силу для родов. Самец тихо зарычал, подходя ближе, но не атакуя, как будто принимая ситуацию. 2 сотрудника души, стараясь минимизировать стресс для семьи, отошли чуть подальше, ожидая, пока лекарство подействует. Почти через 2 часа интенсивных схваток, в которых полным-полно было и страха, и надежды, наконец родился крошечный львенок. Это было невиданное чувство, наполняющее сердца людей радостью. Кода подошел, облизывая детеныша,
а Лея, тяжело дыша, посмотрела на него с неподдельным счастьем в глазах. Сипхо тихо воскликнул от радости, увидев, как львенок начинает шевелиться и издавать слабый звук. Номса быстро проверила, чтобы убедиться, что у него нет серьезных деформаций, и дала еще один укол, чтобы помочь самке быстрее восстановиться. Самец посмотрел на них, как бы молча поблагодарив за их помощь. Скоро большая львиная семья заняла свою первую ячейку мира. На земле львенок теперь мирно барахтался, уютно устроившись в объятиях матери. Нежно облизывая его, Лея как будто приветствовала новую жизнь. Два сотрудника сидели в машине, наблюдая за этим священным моментом с сердцами полными радости. Они решили назвать самца Кода, самку Лея, а детеныша Маси. Имя Кода символизирует смелость, Лея — надежду, а Маси означает новое начало. Обеспокоенные о благополучии Леи, Сипхо завел машину, а Номса все еще не могла оторвать взгляда от львиной семьи. Машина медленно отъехала, оставляя Кода, Лею и Маси в покое под ярким ветреным солнцем. На обратном пути Номса, нежно вытирая слезы, чувствовала гордость за спасенную жизнь. Эта история уже стала легендой среди сотрудников заповедника, и каждый из них был в восторге, услышав, что Лея благополучно родила. На следующий день, когда Сипхо и Номса проезжали мимо, они снова увидели Кода и Лею, стоящих на травянистом склоне. Самец, гордый и величественный, повернул голову, обернувшись к машине, как будто приветствуя их. Маси, еще слишком мал, пытался встать у ног матери, иногда поднимая голову с любопытством. Самец больше не рычал при виде людей, как будто доверие между ними уже установилось. Номса верила, что семья Кода будет продолжать здорово жить под защитой Макхада, и Сипхо сделал запись в своем дневнике, отмечая день рождения Маси как важную веху в их жизни. Они не могли не быть тронуты воспоминаниями о том моменте, когда самка согласилась на их помощь. История Кода, Лей и Маси стала свидетельством силы любви между людьми и дикими животными. Каждый раз, когда появлялась патрульная машина, львиная семья поворачивала головы, как бы выражая свою молчаливую благодарность. Кода тихо рычал, Лея нежно облизывала детеныша, а Маси постепенно становился сильнее, укрепляя свою связь с природой. Весь заповедник Макхада считал это достижением, подтверждением того, что усилия по охране природы всегда приносят чудеса. Сипхо и Номса продолжали свою работу, но никогда не забывали этого незабываемого момента, когда они спасли Лею и ее малыша. Они знали, что каждая жизнь бесценна, и люди могут объединиться для сохранения дикой природы. Время шло, и Маси рос, учась охотиться с матерью и рыча с отцом, обозначая свою территорию, даже будучи маленьким. Кода оставался величественным, всегда стоя рядом с Леей, а Лея, несмотря на свою новую роль матери, была такой же стойкой, как и в первый день. На рассвете львиная семья имела прекрасный вид на зеленый луг, как будто их жизнь лишь начиналась.
Каждый раз, слыша звук машин Сипхо и Номса, Кода просто бросал на них взгляд, тем самым продолжая охранять свою семью. Каждый раз Номса улыбалась, вспоминая трудный путь, который прошли два льва. Сипхо чувствовал доверие львов к людям, хотя граница между природой и человек все еще существовала. Благодаря их усилиям была спасена драгоценная жизнь, и львиная семья осталась невредимой. История распространилась по всему заповеднику, вдохновляя молодежь, любящих животных, показывая, что сотрудничество между человеком и природой возможно. Все надеялись, что Кода, Лея и Маси продолжат расширять львиный прайд в Макхада в будущем. Несмотря на то, что впереди ждали новые испытания, вера в дружбу и смелость между людьми и природой поможет им сосуществовать. Когда солнце садилось, Кода громко рычал. Этот звук напоминал о том, что их бурные дни остались позади. Лея нежно облизывала Маси, продолжая обучать его жизни, полной надежды и света. Сипхо и Номса вернулись в свою базу, полные радости и удовлетворения от сделанного. Каждый раз, возвращаясь, они знали, что их львиная семья будет ожидать их знакомыми глазами. Ночной ветер дул через поле, неся запах дикой травы и нечто древнее, как эхо дикой природы. Звезды мерцали на небе, освещая путь, который прошли два упорных патрульных. А рядом с ними млел львенок, уютно уложившись в объятиях своей матери, а Кода стоял на страже, не позволяя никому нарушить их покой. С расстояния Номса и Сипхо продолжали смотреть на львиную семью, веря, что их миссия выполнена. И каждый раз, когда они проезжали мимо, Кода, Лея и Маси поворачивали свои головы, как бы выражая свою глубокую признательность за спасение. Эта история, полная надежды и новых начинаний, запечатлелась в их сердцах навсегда. Дорогой друг, спасибо, что нашли время следить за этой волшебной историей, ведь в каждом ее отрезке есть своя магия и прозорливость.